Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Сегодня хочу вам показать очередной узорчик вот из такой пряжи. Она не слишком толстая, не слишком тоненькая. Вот она, видите, какая на камеру. Крючком я сегодня буду работать номер 3,5. Так, крючок мой. Вы, в свою очередь, берете свою пряжу, какая у вас есть, подбираете к ней правильно крючок. Схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Она несложная, вы с ней справитесь. Кто еще пока не умеет работать со схемками, просто повторяйте за руками, у вас все обязательно получится. Ну что, свяжем. Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 3 петельки. Я набираю 10 раппортов, это 30 воздушных петель, и одну петельку дополнительно, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Итак, все как всегда, петелька фиксации в начале, мы ее не считаем при наборе петелек. Теперь я набираю 31 воздушную петельку. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот мой будущий образец. Далее с новичками мы провяжем вспомогательный ряд. Он будет состоять из столбиков с накидом. Повторяйте. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И в 5-ю петельку аккуратненько нырнули, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки, столбик с накидом. Далее накид. Опять по порядку в следующую петельку цепочки нырнули, вытянули ниточку, провязали столбик с накидом. Ваша задача вот так вот шагать по всей цепочке, в каждую петельку провязать столбик с накидом. Сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков должно быть ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. То есть у меня 31 воздушная петелька, у меня получится 31 столбик. У вас, ну, естественно, ваше количество, сколько вы набирали. Все, и вот так вот шагаем, шагаем, шагаем до конца ряда. Вот эти 3 петельки подъема считаются за имитацию столбика с накидом, считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков я уже набрала. Самостоятельно давайте до конца ряда, это несложно, в конце ряда я вас встречу. У вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот мы с вами провязали столбики с накидом. Все ровненько, аккуратненько. Теперь можем приступать к узорчику. Для начала, смотрите, делаем 2 петельки подъема. 1, 2, поворот. 1 воздушную петельку по узорчику. 1. И у нас получается здесь 3 воздушные петельки. Дальше, смотрите, накид. Возвращаемся сюда же, в первый же столбик, и провязываем столбик с накидом. Пока повторяйте, потом все поймете. Есть. Теперь накид. Пропускаем 2 столбика. 1, 2, в 3. Нырнули, вытянули ниточку, сделали столбик с накидом. 1 воздушная петелька. И сюда же опять вернулись и сделали еще 1 столбик с накидом. Вот такую вот мы рогаточку сделали с вами. Видите? Здесь в самом начале ряда рогатка и эта рогатка. Дальше накид. Опять пропускаем 2 столбика и в 3 провязываем точно такую же рогатку. Ничего сложного. Воздушная петелька и сюда же опять вернулись, провязали столбик с накидом. Как вам? Ваша задача, пропустили 2 столбика в 3, опять провязываем рогатку. Ваша задача провязать вот такие вот рогаточки на протяжении всего ряда. Ничего сложного, справитесь самостоятельно. Давайте шагайте до конца ряда, в конце ряда я вас встречу. У вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот наши рогаточки готовы, совсем ничего сложного. Заканчиваем ряд так же, как и начинали. Смотрите, вот мы пропускаем опять 2 столбика. Здесь у нас были 3 петельки подъема. Аккуратненько в 3-ю петельку подъема нырнули. Так, провязали столбик с накидом 1, 1 воздушная петелька и сюда же вернулись, провязали столбик с накидом 2. Ряд закончили тоже так же нашей рогаточкой. Дальше 2 воздушные петельки. 1, 2. Поворот. Теперь смотрите, накид. Вот у нас рогатка, рогатка. Мы ныряем между рогатками. Поняли? Нырнули между рогатками, провязали точно такую же рогатку. Столбик с накидом 1, воздушная петелька.
Сюда же вернулись и опять провязали столбик с накидом 2. И у нас получается как бы в шахматном порядке мы будем располагать наши рогаточки. Видите? Между двумя рогатками мы сделали одну. Смотрите, дальше накид. Пропускаем нашу рогаточку, не запутайтесь. И опять между рогатками нырнули и провязали еще раз такую же рогаточку. Столбик с накидом 1, воздушная петелька, и сюда же вернулись, столбик с накидом 2. Видите? Вот такая картина получается. И вот так вот вы шагаете, пропустили рогаточку, шагаете и провязываете еще ряд рогаточек. Теперь уже они просто будут смещены друг относительно друга. И все. И вот так вот шагаете самостоятельно. В конце ряда я вас встречу также. Угу. Потому что несложно, у вас все получится. Вот что у нас по итогу получается. Все, встречаемся в конце ряда. Давайте. Итак, смотрите, вот наш второй ряд рогаточек готов. Ничего сложного. Как мы заканчиваем наш ряд? Вот наша последняя рогатка. Делаем накид. Помните, мы здесь сделали 2 петельки подъема и воздушную петельку по узорчику. Так вот, во вторую петельку подъема нырнули, провязали столбик с накидом. На этом наш ряд закончен. Все. Дальше, смотрите, делаем 2 воздушные петельки. 1, 2. И теперь поворот. Смотрите внимательно. Сейчас мы с вами будем работать вот с нашими первыми рогатками. Первый ряд рогаток. Понятно? Накид. Опускаемся вот в первую рогаточку, в арочку. Вытягиваем ниточку, чуть подтянули ее и провязываем столбик с накидом. Есть. Воздушная петелька. Сюда же опять вернулись и провязали еще раз столбик с накидом. Вот таким вот образом. Мы провязали рогаточку, видите, с основанием вот в нашей первой рогатке. Накид. Опять, смотрите, провязываем точно такую же рогатку. Вот, следующую рогаточку первого ряда. Нырнули, вытянули ниточку, чуть-чуть подтянули ее и провязываем столбик с накидом. Воздушная петелька. Опять точно так же в первую рогатку и провязываем столбик с накидом. Вот такая картина. Та же самая рогатка получается, просто мы чуть-чуть так вот подтянем ниточки наверх. Да? Все, и так вот шагаем. Опять в первую рогаточку. Ничего сложного. То есть у нас узорчик будет состоять из одних рогаточек, вы уже поняли по схемке. И вот так вот мы с вами провязываем. Вот такая вот картина в итоге получается. Видите? Совсем-совсем не сложно. Ваша задача прошагать вот таким вот образом до конца ряда. И в конце ряда я вас встречу, потому что вы справитесь. Угу. Все. Дальше самостоятельно. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот наши, так скажем, удлиненные, да, рогаточки готовы. Ничего сложного, как мы заканчиваем ряд. Точно так же у нас получается вот последняя рогаточка. И мы в нее, опять же, провязываем наши удлиненные такие вот рогаточки. Все то же самое. Столбик с накидом 1, воздушная петелька. И сюда же опять же вернулись, провязали еще раз столбик с накидом 2. Все, удлиненная рогатка готова. Накид. Там, где у нас были 2 петельки подъема предыдущего ряда, мы во вторую петельку аккуратненько ныряем. Так, и провязываем столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Дальше 2 воздушные петельки, поворот. Теперь будем работать со вторым рядом наших рогаточек. Смотрите, чтобы не потеряться. Вот она, удлиненная 1 рогаточка предыдущего ряда, удлиненная 2. А между ними вот та самая маленькая рогаточка второго ряда. Поняли? Вот будем работать с ней. Накид. Нырнули. Так. Вытянули опять немножечко ниточку, подтянули и провязали столбик с накидом. Считаем. 1, воздушная петелька. Вернулись сюда же и провязали опять точно так же столбик с накидом 2. Вот. Очередная удлиненная рогатка. Видите? И все то же самое. Опять между двумя длинными рогатками. Вот она маленькая затесалась со второго ряда. Мы работаем с ней. Нырнули в нее, подтянули ниточку, провязали столбик с накидом 1, воздушная петелька. Вернулись сюда же, провязали столбик с накидом 2. Поняли? То есть мы, получается, шагаем через ряд. Поняли? Через ряд. И все, ничего сложного. И продолжаем точно так же. Длинная-длинная, между ними коротенькая. Маленькая рогаточка. И в нее провязываем длинную рогатку. Столбик с накидом 1, воздушная петелька. Вернулись сюда же, провязали столбик с накидом 2. Все, вообще ничего сложного. Давайте самостоятельно до конца ряда посмотрим, что в итоге получится. Получится необычно, да?
Давайте встречаемся в конце ряда. Так, смотрите, вот наши рогаточки готовы, ничего сложного. Вот такая вот картина. Как мы заканчиваем наш ряд? Точно так же, как и все предыдущие. Вот получается у нас 2 петельки подъема предыдущего ряда, во вторую петельку ныряем и провязываем столбик с накидом. На этом наш ряд закончен. Дальше 2 воздушные петельки, поворот. И теперь, смотрите, вот наша удлиненная рогатка предыдущего ряда, а мы опускаемся на ряд ниже. Поняли? Итак, накид, опять на ряд ниже опустились, подтянули ниточку и провязываем столбик с накидом. Раз, воздушная петелька и опять сюда же вернулись, провязываем столбик с накидом 2. То есть мы повторяем все те же самые рогаточки, которые провязывали до этого. Поняли? Все, просто меняем в шахматном порядке. Накид, длинная рогаточка, между ними вот в эту спускаемся. Нырнули, подтянули ниточку, провязали столбик с накидом 1, воздушная петелька и столбик с накидом 2. Все, видите? То есть получается, мы из ряда в ряд повторяем одни и те же рогаточки. Все, ничего сложного. И вот так вот шагаете, провязываете образец до нужного вам размера. Красота, красота. Все. Все то же самое. Повторяем первый, второй ряд, первый, второй, первый, второй ряд. На самом деле это один и тот же ряд, просто в шахматном порядке. Не сложно? Не сложно. Давайте увеличим наш образец несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится, но уже видно, что симпатично. Встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу у меня получается. Узорчик, смотрите, двусторонний. Выбираете любую сторону, какая вам больше всего нравится. Такая у вас будет лицевая. Так, смотрим. Эта сторона. Дальше. Еще одна сторона. Но мне кажется, та сторона как-то более понятнее, что ли, более симпатичнее. Наверное, это будет лицевой. Как вам? Узорчик очень плотный. Из моей пряжи он вот так вот чуть-чуть совсем тянется. Вот так тоже чуть-чуть совсем тянется. Кто просил плотные узорчики, кладите себе в копилочку. Плейлист есть на канале с плотными узорчиками. Заглядывайте, смотрите там. Что-то интересное для себя найдете обязательно. Давайте замерим сегодняшнюю красоту. Я, получается, набирала сегодня 31 воздушную петельку. Правильно? Так, и сколько же это будет моей рукой? Плотность вязания, да, моим крючком, моей пряжей. У меня это вот 20 сантиметров. Ну и здесь получается, мы будем считать по рогаточкам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И мы с новичками набирали 11. Узорчик, конечно, растет не быстро. Смотрите, всего лишь только 9 сантиметров. Вот, но он плотный. Что это может быть? Это может быть пальто-курточка, так скажем, да, кардиган. Возможно, будет более узорчик, скажем, эффектно смотреться, когда пряжа будет намного толще и крючок намного толще. Но не забывайте домашний декор, да, это могут быть наволочки, это могут быть коврики, почему бы и нет, чехлы, накидки. Возможно, вы сделаете галочки разным цветом. То есть возьмете разные ниточки, да, возможно, осадочки пряжи, тоже будет очень симпатично, и как раз каждую галочку будет видно. Возможно, вы уже что-либо вязали данным узорчиком, поэтому пишите нам, мы будем читать, вдохновляться. Я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно пишите комментарии. Комментарии помогают продвижению моего канала. Заранее спасибо большое. Не забудьте подписаться, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик. Вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты и вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.